Привет, ты на канале Мир Просто, меня зовут Алексей Борода, с нами Диман сегодня. Здорово, Диман. Здорово. И у нас сегодня попало нам в руки вот такое интересное орудие. ИЖ-54, да? Да. Да. С 54-го года выпускалось, Диман сказал до 70-го, я читал до 69-го. Короче, варианты. Плюс-минус. Плюс 16 лет. Да. 15-16 лет выпускалось это ружье. Сейчас, Диман, что помню, расскажу. Дальше ты там, может быть, Да. мы что-то... Давай. Первое массовое ружье такое у нас советское получается. Первое бескурковое, между прочим, ружье. Ну, без внешних курков, назовем так. Выпустилось примерно их 500 000. Стоили, по-моему, я что-то не посмотрел, тут, по-моему, 90, что ли, рублей оно стоило. Плюс-минус. Ну, там разные были версии. Ну да, понимаешь? модификации разные. Что до 120 доходило. Вот. Ну, то есть, в принципе, сейчас средняя зарплата, я не помню, сколько у нас там по области, условно, 40 тысяч. За 40 тысяч как раз его и можно купить. Сейчас, кстати говоря, блядь, вот так годы идут, а ничего не меняется, это называется. Да. Что еще из особенностей? Повторимся, первая бескурковка. Значит, здесь у нас левая, как обычно, чок. Ну, после него, наверное, кстати, это стало обычаем. Левая чок, правая получок. Получок, да. Чего еще тут интересненького? Ну, покажем сейчас, как разбирается попозже. Этот у нас правый, да? Правый это левый. Правый, да, первый, соответственно, правый у нас стреляет получок. Потом за второй спусковой крючок это левый ствол. Планочка, обратите внимание. То есть у нас про тозик тоже видео есть, вот это напильник, да, так называемый в народе. Прям, да? Да, то есть она дает возможность антиблик, скажем так. То есть хорошо по ней прям прицелиться можно, да, и ничего, блядь, в глаза тебе не светит. Дальше чего? Стволы, я так думаю, я, кстати, не нашел информацию, скорее всего, их же объединяют на каком-то расстоянии, они сходятся обычно выстрелы. Ну, я думаю, наверное, 50 метров, как обычно. Не нашел я этой информации. Также эти ружья делались на экспорт. Естественно, в США, ну, понятное дело. По мне, как бы, понятно. Вот, ну-ка посмотрим, как мы смотримся в кадре. Хамля! Ну, вот так вот сделаешь. Вот, красиво. Так, дерево. Тут, наверное, береза, Дим, что думаешь? Нет, орех. Это орех? Да. Так, орех. Это ружье, к моему сожалению, кто-то уже тут, блядь, лаком нахерачил в 10 слоев. Непонятно кто. А ружье это, кстати, 70-го года, получается, да? Да, посмотрели 70-го. 70-го года. То есть, грубо говоря, из последней партии. То есть ему 53 года в данный момент получается. Работает. Хозяин говорит, прям стреляет отлично, но уже прошло 3 поколения. Кстати, да. И дальше так и будет служить. И дальше так и будет служить однозначно. Да, это вам не Сайга новая, которая 3000 выстрелов и развалилась. Тогда еще люди понимали, знали вооружие. Кстати, обратите внимание, потом под съемы там, ну, ближе, короче, посмотрите, какая тут красотища. Гравировочки везде, да, у нас, как обычно. Все так это красивенько, аккуратненько. Да. Единственное, повторюсь, да, меня, конечно, смущает вот это вот количество лака, но я хозяину там уже посоветовал все это дело зашкурить и пропитать льняным маслом, чтобы цвет дерева родной снова появился у нас. Здесь прям много шкурить, ну. Да ничего, это тоже все можно обработать. Плюс вот это говнище надо снять сюда, красивое что-то деревянное поставить. Ну, понятно, там у хозяина это батя делал, в то время еще просто, блядь, ничего не было у нас. Вот и В принципе, все. смотри, Батя ружье наколхозил, рабочее, оно как бы дичь бьет, он. Да, сказали, что очень много дичи с этого взято. Обращу внимание, здесь какой момент важный. Поскольку у нас вот это чок, вот это получок, пулей стрелять можно, но аккуратно. Почему? Лучше по подкалиберной пуле Полева, 3-й, 6-й стрелять. Можно и магнумом, кстати, я купил тоже себе вон. Чтобы ствол не повредить просто-напросто, да, чтобы, ну, мало ли что может произойти. Она, конечно, там не застрянет, понятно, что это все свинец, все это вылетает там, но покрытие рвет. И надо сказать про покрытие. Покрытие у нас здесь хромированное. Угу. Кстати, классная тема, да, то есть здесь хромированные стволы у нас. И, наверное, хромированная вот эта вся внутренняя группа, скорее всего, точно не помню. Ну, соответственно, открывается у нас оно, как обычно. То есть, как у нас... Кстати, обратите внимание, здесь два у нас внутренних, ну, как их запор, что ли, да, запирается. И вот это вот
штучка интересная. На тозике, кстати, то же самое. То есть вот Что дырочка, такое у нас? дырочка, идем смотри. Ага, Дырочка, то есть ага, мы ее заткнули, ага. и она Всё. на нее встала. Все, понял. Я забыл, как эту штуку, американец, естественно, ну, понятное дело, Ну, придумал. это же как бы... Ух ты. Ха, бля! Американец прилетел на Да, разведку. да, на разведку боем, блядь. Кстати. ЗАУ Р-8, по-моему, вот они с Да, него да, слепили да, как да, раз, да, да? да, да, да. И я так понимаю, здесь экстрактор гильз еще, что ли, стоит? Круто. Представляете, то есть в 70-м году уже можно было вот такие штуки устанавливать. Мгм. У меня на МР-18 на одноствольном нету. Ну, они есть модификации, понятно, там. Вот. Так, кстати, еще важный момент. То есть, соответственно, мы его, допустим, зарядили, Мгм. закрыли, предохранитель автоматически встал. Он удобный. Да, кстати. Все. То есть вот мы, когда целимся, спокойно сняли его и произвели 1 или 2 выстрела. Как на моей МРке, короче. Сняли. Что тут? Обратите внимание, ну это, видимо, это на заводе прям, наверное, в 70-й год делалось. Ну, это же синяя изолента, слушай. Она Да, как бы- кстати, это знаменитая синяя изолента, ребята. Вот кроме шуток, астронавты на Луну, когда летали 6 раз, американцы, они с собой изоленту брали, скотч. И все. Все. Что тут говорить про ружье? Скотч-то что тоже скажешь. Да, вот, соответственно, очень легкий разбор. Вот они у нас два вот этих там, упора, запора, как правильно, блядь, называется. Вот они. Все. То есть здесь мы что видим? Что там показывают? Ну, тут опять ГОСТы всякие. То есть в то время, видимо, их еще даже не высекали. А как бы, я даже не знаю, температуры, что ли, наносили. Потому что у меня на этом, на МР-18, они уже прям выбиты. То есть как вот здесь гравировка. Здесь также у меня это. Раньше делали для себя. Повторимся, если молодые люди нас смотрят, там поколение, кто не в курсе. Раньше не было задачи продать подороже, а сделать подешевле. Раньше делалось все надежно, потому как с этим ружьем мог охотиться твой брат, сын, отец, внук, зять, партийный деятель. Да, не Да, а если у партийного деятеля на охоте сломается ружье, всем будет очень нехорошо, особенно у главы государства, ну, председателя комитета, как там это раньше, Брежнев, Хрущев, ну поняли. Управление Там. партии, да? Да, Иосиф Виссарионович это ружье уже не застал, вот, но все же, поэтому делать все надежно, как и старый Калашников, который я просто обожаю. В каждом видео это говорю, это фантастически крутое оружие. Все, что выпущено там до 1974 года. Напомним, что новый закон есть, по которому, если это ваше первое ружье, во-первых, вы можете его с 21 года только оформить. Мгм. Это первый момент. То есть раньше с 18 лет было, сейчас с 21 года. Понятно, там у меня отдельное видео, кому надо, посмотрите, там медкомиссии и так далее. Но суть в чем? Вы сейчас по закону можете купить либо однозарядное, либо двухзарядное ружье на первые 2 года владения длинноствольным, гладкоствольным огнестрельным оружием. Да. То есть оно прям подходит. Оно идеально, подходит, да. всё. То есть спустя 2 года уже вы можете себе взять полуавтомат, ну понятно, помпу, то есть многозарядное гладкоствольное оружие. Первые 2 года вы по закону только или однозарядное, вот оно сейчас покажу, например. Вот оно, мое любимое МР-18. Ковбойская классика. Стрелковая классика. Ну и ковбойская, понятно. Это разные вещи, не путать. Вот оно разбирается, кстати, так же. Но у меня там про него отдельное видео есть. Вот. Либо, Либо соответственно, двухзарядная. Да. Цена Дима посмотрел. Сколько, Дим, ты говоришь? А вот на него Да. от 20 до 60. Ну, то В есть зависимости от состояния. в среднем, грубо говоря, 40. 40-45. Да. Калибр, кстати, мы не сказали. Здесь 18, наш стандартный, 18,4, ну, понятно. Ребят, ввиду теперешней ситуации, Дим, хочу акцентировать. Ага. 16-й калибр будет стоить дешевле любого ружья, ну, понятно. Почему дешевле? Потому что это деньги в долгую, потому что боеприпас стоит дороже. То есть сейчас обычный ты вот этот вот, да, там пуля, вот у нас картечка, там обычная абсолютно дробь, ты сколько грамм, не помню, 32 грамм, по-моему, да. Да. В среднем стоит 50 рублей патрон, если кто не в курсе. А 16 у нас будет стоить? Да рублей 75, наверное, 80. Ну вот, пожалуйста. Да, тут за кадром у нас, да, слова там, да. Я сам, когда теперь покупаю, вот именно это слово на «о».
кончается вот так. Ну, поняли. Потому что это я начинал 2 года назад, когда стрелять, да, там, ну, 2,5 пускай, там, ну, около 3. Патрон стоил 11 рублей. 11-16. И то я такой, типа, покупаю, думаю, блин, мне надо 300 патронов за тренировку отстрелять, это, в принципе, ну, 3500. Да. А сейчас 300 патронов это пятнашка. А я еще такой, типа, это канал, там, ну, я дробовики люблю, понятно, вообще люблю гладкоствольное оружие. Я думаю, надо в России развивать это движение. А как ты его разовьешь, когда тебе на тренировку, ну, 100 выстрелов это просто ни о чем, хотя бы 150-200, десятка. 10 тысяч, да. Плюс тир оплати, ну, понятно, инструктор там, если у вас там какие-то, ну, недружеские отношения, просто вот, да, человек, приехали, вот. То есть это 12-13 тысяч рублей повеселиться, пострелять. Ну, еще доедь, плюс Плюс доедь, и бензин, всё да, остальное. покушать что-то, понятно. Вот, к сожалению, вот такая у нас сейчас ситуация. Так вот, чтобы сразу были в курсе всей этой темы. Если вы охотник, хотите, например, охотиться, ружье классное, набито с него куча дичи, и вам, в принципе, не так важно, сколько стоит патрон. Потому что, ну, сколько вы их отстреляете, блядь, за охоту? 10, 15, 20? Опять же, обрати внимание, как с двухстволкой-то интереснее, да? Экономичнее ходить получается. Да. Потому что, ну, с многозарядкой ты как давай, Да. состояние эффекта, блин. Ну а да, тут да, у тебя да. 2 патрона, да, а то еще вот, допустим, с твоей пошел, да, у тебя 1. Один, да, патрон. Да, вот Соответственно, да, тут как бы охотники не дадут соврать. Если ты утку с первого выстрела не взял, со второго это у тебя уже 50% успеха, а то и 40%, а третий это просто уже салют. Да. Там, она там, да, пока, и все. Ну, то есть просто постреляй. Ну, в кайф, с другой стороны, а почему не пострелять, если в кайф? Ну, Как бы, да, что тут такого? Сейчас чего, постреляем, поделимся впечатлениями. Опять все это условно, просто посмотрите эстетику этого ружья, красоту этого ружья, потому что, ну, гладкий ствол, ну, они практически все одинаковые. Я, кстати, не помню, сколько здесь ствол длиной, по-моему, 640, что ли. секундочку, у меня все записано. На 730-750. Да ладно. Ага. Неужели так 730 выглядит? Ну-ка. Секунда. Слушай, ну да. Да? 730, да, у меня 710 плюс 2 сантиметра. 730 ствол, да. Че, погнали? Бахнем сейчас. Так, у нас тут 2 мишеньки есть, примерно с 15 метров сейчас будем стрелять. Проверим особь, мне интересно. То есть, повторюсь, левый у нас это чок, правый получок. Сейчас проверим на разных мишенях, какая особь с какого будет. Так, все, наушники у всех одеты, все одето. Соответственно, приступить. Предохранитель снимаем и, соответственно, производим выстрел. Прикол. Стрельнул сначала правый, я про это забыл, кстати говоря. Угу. Стрелять-то правый у нас, соответственно, это получок у нас. Пойдемте проверим. То есть, ну, практически все покрыло. Интересно, то есть вот оно прям. Все осыпало. Сколько? Метров 20, да, наверное? Да, ну да, метров, может, 20, там, от 15 до 20. Пойдемте проверим теперь левый чок. Это был получок. Вот так, наверное, да? Да, примерно такой же. Примерно состояние. так. Давай. Так, соответственно, также предохранитель снимаем и стреляем уже ближним к нам спусковым крючком. Опа. Кучнее. Смотри, как интересно. Здесь значительно кучнее пошла особь. Тоже есть отрывы, конечно, вот они. Но основная легла вот сюда. То есть вот, ребят, наглядно, как работает сужение у нас чок. Это миллиметр сужения. Это вот сейчас мы стреляли. И до этого полмиллиметра получок. Вот, в принципе, наглядная работа видна Да. невооруженным глазом. Так, Димка, давай ты тогда попробуешь. Пойдемте обратно. Ну, пулей-то не будем, наверное. Нет, давай это, хочешь картечкой бахни, давай картечку. Кстати, можно картечку проверить. Да, посмотрим. Давайте посмотрим, как картечка, кстати, ляжет, чок-получок. Посмотрим. Ох, открывай. Ага. Так, ну смотри, как кучненько легла. Вот они, большие дырки. Сейчас я их покажу, зайдем. Да.
Да, вот она. Ну, Даже за круг как бы не ушла. да, кучненько легло все. Это получок. Пойдемте посмотрим чок на следующей мишени. Пойдемте посмотрим, что. Ага. Да? Невелика разница. Вот, в принципе, да, несколько отрывов. Получается, основная вот легла. Ну, диаметр почти такой же, как и... Да, да, на картечи, Получок. получается, разницы особой нету, не видно. Так, ну что, вот, в принципе, такие итоги. Посмотрели с вами вообще ружье, как стреляет. Стреляет. Да, мягкая, хорошая. 50 лет, да, отдачи особо никакой нет. Но тут еще затыльничек у нас вот такой вот. Мгм. Посмотрели чок-получок. Есть разница в Да, дроби. В дроби есть. В картечи практически мы не увидели всё никакой то же самое. разницы. Да. Красивое, легкое, надежное ружье, двухстволочка. Вот его удобно вот так вот на плечике носить, соответственно. Эстетично смотрится, красиво. Да, да, прям живая классика, вот она. Цена, повторимся, от 20 до 60, ну берем обычно, да, истинно где-то рядом. 45. Тысяч. Да, 40-45 тысяч. В хорошем состоянии, стволы здесь классные, мы все это смотрели. Запах какой, а? С картечки, как дымок он до сих пор идет. Красота. Да, получается, все-таки какой-никакой экстрактор у нас присутствует в той или иной степени. Ну, одним словом, блин, кто мы такие, чтобы давать оценки вообще? Это просто, я надеюсь, вам было интересно, посмотрели, увидите где-то в комиссионках, берите. Че, ружье классное. Че, вы на канале Мир это просто, Алексей Борода, Дим с нами, да, Дим? Да, Да. находимся на ранчо. Кстати, да, мы находимся на ранчо, что в Новокуйбышевске. Ссылочки, как обычно, все в описании. Приезжайте, стреляйте, получайте удовольствие. Пока.